Здравствуйте, меня зовут Марина Никандрина, я представляю проект фонда «Страна для жизни. Вернемся в правовое русло». Все чаще к нам поступают обращения о невыплатах, либо несвоевременных выплатах заработной платы. Своевременно выплаченные зарплаты– это порядок и стабильность в обществе, но на белорусском островке стабильности из-за некомпетентного руководства и сложной экономической обстановки задержка зарплаты приобретает хронический характер. Работникам месяцами несвоевременно выплачивают зарплату, а их семьи оказываются в сложном материальном положении. Итак, что же делать, если вам не платят зарплату? Соберите как можно больше документов. Возможно, вам все не понадобится, но лучше иметь оригинал контракта, расчетные листки, копию приказа о приеме на работу, копию табеля рабочего времени, положение о премировании, справку, содержащую сведения о месте работы, сумме и сроках выплаты зарплаты. За взысканием по выплатам вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам, к нотариусу или в суд в трехмесячный срок со дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении своего права. Вы можете обратиться и по истечении указанного срока, если у вас имеются доказательства признания нанимателем задолженности, в срок, в том числе превышающий трехмесячный. Если в организации создана комиссия по трудовым спорам и вы член профсоюза, то это обязательный первичный орган для рассмотрения трудового спора. Если нет, то вам решать, обратиться в комиссию или сразу в суд. В комиссию по трудовым спорам вы подаете заявление, которое подлежит обязательной регистрации. Спор комиссия обязана рассмотреть в 10-дневный срок. Решение комиссии может быть обжаловано работником или нанимателем в суде в 10-дневный срок со дня вручения копии данного решения. Решение должно быть исполнено нанимателем не позднее 3 дней по истечении срока на обжалование. Если наниматель не исполняет решение, то комиссия выдает вам удостоверение, которое имеет силу исполнительного листа. Также вы вправе обратиться к любому нотариусу в Республике Беларусь с заявлением о совершении исполнительной надписи. При этом вы будете освобождены от уплаты нотариального тарифа. Для совершения исполнительной надписи вы должны предоставить нотариусу справку, содержащую сведения о месте работы, сумме задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, сроках выплаты, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером. По закону наниматель обязан выдать справку о задолженности по зарплате в течение 5 календарных дней. Поэтому, чтобы не смогли отказать, подайте письменное заявление о выдаче этой справки. При невозможности предоставления нотариусу такого документа вам будет отказано в совершении исполнительной надписи. Тогда необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании невыплаченной заработной платы. Такое заявление подается в суд по месту нахождения нанимателя. Обращение в суд для вас будет также бесплатным. Вы освобождаетесь от оплаты госпошлины. Для того, чтобы пресекать нарушения законодательства в сфере своевременной выплаты заработной платы и принять меры по привлечению должностных лиц к административной ответственности за задержку зарплаты, следует обратиться в государственные органы надзора. К ним относятся Департамент Государственной инспекции труда. Их номера телефонов будут в описании под видео. Комитет по труду, занятости и социальной защите населения, прокуратура и Комитет государственного контроля. Таким образом, в случае, если не выплачивают зарплату, следует проявлять активность и самостоятельность в защите своих прав, поэтому параллельно обращайтесь во все инстанции. За несвоевременную выплату зарплаты для руководителя предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность, вплоть до лишения должности. А если вы захотите уволиться в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, вам должны выплатить компенсацию. Кроме невыплат в условиях рабства еще практикуется замена денежной оплаты натуральной, которая допускается только с вашего согласия, но обязательного письменного оформления согласия не требуется. Поэтому оно может быть и устным. Если работник получил натуральную оплату и не обжаловал, это расценивается как согласие. Поэтому если вам выдали зарплату не деньгами, а продукцией, говорите и пишите нанимателю, что вы с этим не согласны. Но в целом сейчас работа за еду в стране, которая стала похожа на большую тюрьму, уже вошло в норму. Каждому работнику, кто официально занят по контракту или трудовому договору, государство гарантирует минимальную заработную плату, которая предусмотрена законодательством и на 1 января 2021 года составляет 400 рублей. Если начислено меньше минимальной заработной платы, то наниматель обязан произвести доплату до этой суммы. Ну и тут власти нашли выход, чтобы не платить даже этот минимум. Вас просто переводят на 4-дневку, либо полставки, и вы будете получать пропорционально отработанному времени.
Но все же, если вы работаете на полную ставку, но при этом получаете меньше минимальной заработной платы, ваши права нарушены. Связанные с этим ситуации решаются в комиссии по трудовым спорам или в суде. Пишите жалобы, обращайтесь в органы, ответственные за соблюдение законодательства о труде, отстаивайте свои права. Кого-то переводят на чередневку, кого-то лишают премий, кому-то замещают выплаты продукции, а кому-то и вовсе не выплачивают зарплату или увольняют за гражданскую позицию. Сейчас нам решать, тратить налоги на армию тунеядцев, избивающих свой народ, вертолеты и 17 резиденций, или продолжить бороться, чтобы жить в свободной стране с достойной оплатой труда. Живе Беларусь!